Неизвестно, что происходит. Весь район просто в блэкауте полнейшем. Проблема во всем городе. Почему до сих пор нет интернета? Столько вопросов и нет ответов. Это был просто единственный способ сейчас добраться на последнюю зарядку, светить фонариками. И я буквально не вижу дорогу. Короче, я так и знала, что нужно было снимать сегодня весь день, но я не думала, что все зайдет настолько далеко. Я сейчас записываю в попыхах, потому что мы собираемся. У меня вот такая авоська. Короче, что случилось? Сегодня где-то в обед отключили электричество у нас. Ну, у нас такое бывало раньше в нашем доме, там по району что-то замыкало и так далее. Ну и примерно в течение минут 20 обычно это все разрешалось. И как бы мы сидим, значит, не можем ничего делать. У нас электричества нет, соответственно, вообще ничего не работает. Короче, мы решили пойти на улицу. Думали, ну, сейчас пару часиков хотя бы погуляем. И пошли вниз к морю. И понимаем, что электричество отключено не только у нас в доме, не только в нашем районе, но и дальше вниз в Публино тоже, и все люди выходят на улицы, и все эти, и самое, что интересное, нет сети мобильной. Нет мобильной сети, и это просто странно. Это просто странный шок, потому что, ну, нет мобильной сети, как такое вообще может быть? Ладно, отключили электричество, но как бы мобильная сеть всегда работала в такие моменты. И все идут, пытаются, ну, не понимают, в чем дело, почему нет сети, все вышли, сидят на лавочках просто сидят, и, ну, нечего делать реально. Мы пошли вдоль моря, мы подумали, ну, может быть, в нашей части города как бы что-то, я не знаю, произошло, но в центре-то уж точно должно быть. К тому же я успела увидеть, что Таня прислала какое-то сообщение в общий чат, в общем, новость какую-то. Я увидела только первые несколько слов, что там начали сообщать и все. И мы, короче, доходим по пляжу, доходим до центра, там все ровно то же самое. Мы решили дойти до Тани с Женей, посмотреть, дома ли они. Мы пришли к ним, подождали, пока кто-то зайдет или выйдет, поднялись к ним на этаж, постучались в дверь, но они не открыли, значит, они ушли гулять. И, в общем, мы попердолили обратно домой, все так же продолжалось. К этому моменту уже прошло 4 часа, и за эти 4 часа мы обошли весь город по кругу и поняли, что проблема во всем городе. То есть это уже супер странно, это для меня супер тревожно, если честно. В общем, мы вернулись домой, у нас был один маг заряженный, было несколько там серий сериала скачано, мы покушали все, что у нас есть, и что мы могли негретое покушать, и просто пролежали, просмотрели сериал, и, в общем, в час дня, в общем, отключали, сейчас уже 8 вечера без 15, мы вышли гулять с собакой, электричества так и нет, люди все просто сидят и бухают в барах. Неизвестно, что происходит, никто не понимает, что происходит, новости не доходят. Мы вышли с Чарликом гулять и встретили мою знакомую собачницу армянку. Она сказала, что она в машине по радио каталанскому, одна волна там ловила, что она услышала якобы, что это какие-то кибератаки, и что нет сети по всей Испании, еще в Португалии, Франции, Андорре. Но в Андорре, типа, уже восстановили связь, типа, все нормально. Это безумно странно звучит, я не знаю, правда это или нет, и неизвестно, что по радио вообще, в принципе, могут говорить. Ну, короче, что мы решили делать? Так как делать абсолютно нечего дома, мы решили просто собраться и поехать снова к ребятам. К вечеру они уже наверняка вернулись домой, и подсниму вообще наш дальнейший путь. Самое интересное, что у нас нет интернета, нет ничего, мы просто сейчас сходили на остановку ближайшую, там есть у нас 2 автобуса, и мы просто увидели, что один автобус едет до площади университета. Это близко к ребятам, поэтому сейчас просто сядем на автобус и поедем. Короче, вот такое вот у нас сегодня приключение. Так, вот мы пришли на остановку. У нас здесь есть такой автобус и вот такой автобус. Этот автобус едет до Вилла Олимпика, это около моря. А этот автобус едет вот площадь Каталонии и университет. Университет — это как раз то, что нам нужно, а мы сейчас с Эспренседо вот здесь. То есть нам вот так вот надо проехать. Будем надеяться, что доедем. Как раз где-то там вдалеке едет автобус. Короче, на прошлой остановке выяснилось, что автобус, который нам нужен был, он под другой фирмой, как это называется, другая компания, в общем, транспортная. И у нас есть билетик только на обычную ТМБ. Мы пришли на соседнюю остановку, и она как раз едет ровно по Гранвее, тоже едет на университет. И вот там как раз-таки едет какой-то автобусик.
H12. Это как раз наш автобус. Чудесно. Короче, это полная тупость, но нас отшили из автобуса из-за собаки. Блин, как так? В метро можно, в трамвай можно, везде можно с животными, а в автобус нет. Как это вообще возможно? Это был просто единственный способ сейчас добраться, потому что, ну, естественно, метро стоит, трамваи электрические тоже, естественно, стоят. Ну, мы что, поперлись пешком, время 8 вечера, делать все равно нечего, идти нам примерно час, но у нас собака, и Чарли ходит прям не то чтобы прям супер хорошо и быстро, но потихонечку, может, и доберемся. Короче, ситуация интересная, все, что я могу сказать. Вот, зато прекрасный вечер, красивые цвета. Чарли хочет с собачкой познакомиться, как обычно. Всем пофиг, а Чарли как странный пес, который вечно на всех собак других глазеет. Вот такой чудесный вечерочек. Будем идти вдоль главной дороги, которая идет через весь город и идет, собственно, туда, куда нам надо. Поэтому нам идти просто прямо. Тем временем мы проходим через, вот буквально позавчера открытый Glorious Park. Здесь 3 года шла реновация. И здесь все так классно. Вот это вот все гигантская детская площадка. Здесь так красиво. Мы остановились Чарлику на водопой. Сейчас покажу дальше, что. Вот так выглядит теперь диагональ, который идет до самого конца города, по диагонали, собственно. Все это было закрыто. Сейчас здесь вообще шикарное пространство. Деревья только новые, они еще вырастут, распустятся. Красивый закат, Саграда вдалеке. Ну, в общем, здесь много вот таких вот лежаков поставили, стульчиков. Вот тут вот даже для шахмат. А вот эта вот плита, это типа как фонтан. В общем, это такая плита с водой. И сегодня днем по ней радостно в жару бегали дети почти голышом, ну, в плавках. В общем, здорово. Здесь везде вот такие зеленые зоны. Там зона для выступлений всяких. Вот такая вот платформа. И вот на ней вода. Сейчас, конечно, выключили уже, но она днем лилась просто вот сюда вниз. Вот такая вот здоровенная плита с водой. Вот такой чудесный парк с прекрасным видом на Саграду, когда уже ее достроят. Короче, мы прошли всего 15 минут. Нам идти еще где-то час. И единственное, за что я переживаю, это за то, что не будет уличного освещения скоро. В общем, нам надо каким-то образом поскорее дойти. Но люди, судя по всему, не парятся вообще. Ни по какому поводу, поэтому я думаю, тоже не стоит поддаваться панике. Все будет пучком. Самое интересное, что трамваи вот так стали просто посреди города все, потому что они электрические. Собственно, несколько часов мы видели, что водитель сидел еще, но сейчас все закрыли. И вот просто он так стоит. Люди вот снимают, потому что необычная ситуация. Так вот стоит закрытый, как будто замер город. Ну, конечно, автобусы ездят, которые нас не пустили. Короче, классный блог получился. В итоге мы пока шли, во-первых, стемнело, а во-вторых, включился много где свет. Мы не знаем точно, это как бы все заработало, но много где в квартирах уже горит свет. И, короче, и время уже 9 вечера. И в итоге мы решили пойти обратно домой, потому что мы были только на где-то треть пути. Хотя мы шли час из-за того, что Чарли очень медленно идет. Постоянно останавливаемся попить ему. Но сети так и нет пока еще. Но мы все-таки решили уже поздно. Смысл мы сейчас, если, дай бог, там к 9:30 бы дошли к ним, может быть, даже к 10. Какой был бы вообще смысл? Да и свет уже вроде как везде есть. Будет прикольно, конечно, если у нас нету. Нифига не прикольно.
Вот, но все равно решили пойти домой, поспать в своей кроватке. Вот, короче, такой неудавшийся поход у нас получился. Ну ничего страшного, сегодня зато мы очень хорошо погуляли и нашагали целую кучу шагов. Завтра будем лежать без задних ног, мне кажется. Короче, мы проходим в наш район, и здесь вообще блэкаут почти. Вот там вот светится на трассе, кое-где что-то светится, но в домах света нет, здесь фонари не горят, и, ну, в реальности темнее, чем на камере, и как-то вообще немножко неприкольно. Вот здесь вот тоже есть какие-то... Непонятно вообще, мы не понимаем, почему там в центре мы шли, везде почти уже был свет. Почему здесь у нас его нету? Почему до сих пор нет интернета? Столько вопросов и нет ответов. Думаю, надеюсь, что к утру уже будет все, и мы наконец-то узнаем, что же, произошло. И почему все так странно. Сейчас вот опять мы здесь вот пройдем туда через вот эти огоньки. И дальше опять темнота, вообще ни хрена тоже не видно. Но благо у нас не криминальный район. И как бы все спокойненько. Но, темно, вообще жесть, конечно, стрёмно. Просто гляньте на это жесть. Просто тьма тьмущая. Вот мы проходим эти последние огни. И это капец. Просто везде темно. Почему в центре включили? Неужели у них там генераторов так много? Но днем ничего не было. То есть там все, даже владельцы заведений, все позакрывали, потому что у них не было света. Самое интересное, что мы сейчас дойдем домой, и у нас дома не будет света, как я вижу, уже здесь ни в одном доме нету. И мы, получается, дошли треть пути до ребят. Ребята, если вы это смотрите, мы сегодня несколько попыток предпринимали, чтобы дойти до вас, найти вас, но не получилось. Не получилось, короче. Но я рада, на самом деле, что мы решили не идти дальше, потому что мы прошли только, я не знаю, треть или четверть пути за час. Мы бы так вдвоем без собаки дошли бы за час уже бы до них, наверное. Ну, короче, я рада, что мы идем домой, поспим в своей кроватке. Вот. И на утро, надеюсь, узнаем. Все, вот, мы вошли просто в темное царство. Сейчас вот так выглядят улицы. Идти не прикольно. Вот. Ну, я знаю, конечно, что у нас тут хороший район, семейный очень такой, много детей. Но самое интересное, что до сих пор испанцы вообще не парятся. Никто. Мы сейчас проходили парк Глориас, и там все с детишками, с маленькими, с колясками. Дети все на площадках играют, там света нет тоже, если что. Вот, мы были там 10 минут назад. И вот сейчас прям совсем темно. Я не знаю, как они все будут идти домой, если мы вот уже идем, и я буквально не вижу дорогу. Ну, ночь, короче. Так что все, страшненько. Давайте, до связи. В общем, апдейт. Мы пришли домой, и у нас, ну, естественно, нет света. Весь район просто в блэкауте полнейшем. Мы только начали, ну, открыли дверь, уже заходили домой, и я вижу в подъезд стучаться, и я слышу, что это Таня кричит что-то. В общем, короче, Таня и Женя приехали проведать нас, потому что оказывается, что у них уже с 6 вечера был свет и интернет, но очень, короче, частями в городе он появился. Они говорят, что вот у них буквально через дорогу тоже блэкаут у всех, а у них вот все появилось. Но сеть, связь барахлит немножко. Мы, в общем, спросили, что вообще по новостям говорят, и сказали, что, типа, идет расследование, но какие-то климатические там изменения, в общем, вспышки чего-то или что-то, я не знаю, в общем, что-то с климатом, типа, связано, и это вызвало вот такую вот дичь по всей Испании, юг Франции, Андорра и Португалия. Судя по всему, ну, постепенно в городе появляется электричество, у нас, видимо, мы будем в последней очереди. В общем, мы решили остаться дома и договорились с ребятами, что если завтра к 9-10 утра мы так и не выйдем на связь, то они, ну, просто заедут за нами,
Вот, потому что, ну, как-то вообще не прикольно будет. Мы и позавтракать толком не сможем, и вообще ничего. В общем, все, что у нас есть, это вот эти 2 крошечные свечки и телефоны. Зарядки тоже садятся, пауэрбанка не так уж и много, поэтому надо экономить. Вот, я сейчас вот буду кушать салатик, огурчики с помидорами, и, в принципе, все, посмотрим сериал и ляжем спать. Вот. Вернусь к вам завтра утром с апдейтом. Уже очень надеюсь, что будет свет, и уже можно будет узнать новости, почитать вообще, что в мире творилось. Это на самом деле так фигово, когда ты просто вот в этом блэкауте, и ты не знаешь, что в мире происходит. Благо, хотя бы мама моя написала Тане, и Таня, в общем, сейчас ей напишет, что все с нами хорошо, потому что они тоже сюда приехали к нам, и у них тоже сети не было здесь, хотя дома у них есть и интернет, ну и Wi-Fi, и такой интернет тоже мобильный. Все, короче, ухожу. 11 вечера, и ура! Нам дали электричество. У нас есть свет, и на самом деле это был такой, ну, момент, когда ты просто выдыхаешь, потому что когда днем это было все, когда мы ходили, гуляли, мы обошли весь город, это все было в формате какого-то приключения. Хотя, конечно, была тревога, то, что ты не знаешь, почему это происходит, тем более во всем городе. Когда один какой-то район, может быть, нормально, но когда это весь город, знакомая сказала, что это вообще по всей Испании, Португалии, там, части Франции, это уже начало закрадываться такие тревожные мысли, и когда мы вечером уже в абсолютной темноте возвращались домой, было уже вообще не прикольно. И придя вот в эту темную квартиру, черную, и просто на последнюю зарядку светить фонариками, ходить по дому, там, покушать банально что-то. Было ощущение реально, ну, такое, короче, стрёмное. Когда свет включился, чувствовалось как будто бы как весь наш дом выдох. Я не знаю, я уже видела видео о том, как многие районы прям радовались этому. Это действительно, это было так, потому что целый день, это не просто там пару часов, ты просто целый день, ты не можешь никому позвонить, ты не можешь никому написать, ты не можешь вообще ничего абсолютно, никакие... Просто телефон превратился в кирпич буквально, компьютер превратился в кирпич. И да, не столько было стрёмно от того, что тебе не нужны эти гаджеты, сколько от того, что ты не можешь ни с кем связаться. То есть вот мы банально ходили к ребятам до их дома, пытались до них достучаться, кричали даже с улицы в окошко, но их не было дома в этот момент, и мы не знали, где они не знали, где мы, и вот только вечером мы контактировались, что они приехали к нам. Сейчас до сих пор никто ничего не говорит о том, почему все это произошло. Короче, вообще версий много, как обычно, но власти пока официальную версию, естественно, не оглашают, и на самом деле до сих пор не восстановили полностью все электричество. Это займет какое-то время, потому что они там постепенно все это включают. Wi-Fi до сих пор у нас лежит, вообще никаких признаков жизни. Все, мы со спокойной душой идем спать, наконец-то. Доброе утро после блэкаута. Поистине доброе сегодня, так как все, наверное, ощущают эту благодарность за то, что мы все имеем прекрасное электричество, интернет и связь, потому что в такие моменты как раз-таки ты осознаешь, ценность того, что ты имеешь, потому что когда там на 2 часа отключают все это, это одно, а когда на 10 часов, это совершенно другое. Весь день мы провели без связи абсолютно, без интернета. Нельзя было отправить смс-ку, нельзя было позвонить, нельзя было ничего включить, соответственно. И так, представляете, вся страна. И не только Испания, еще Португалия была, и часть Франции. До сих пор, естественно, не говорят вообще, что это было. Кто-то говорит про кибератаку, кто-то говорит про какие-то природные катаклизмы. В общем, не знаю, но был очень интересный опыт. Конечно, у нас все было хорошо, мы были просто дома, но очень много людей застряли в этот момент в лифтах, что, наверное, было вообще очень неприятно. В общем, пожарные сообщили, около 400 было вызовов о том, что люди застряли в лифтах. Кто-то был вообще в парке аттракционов, это вообще трэш. Я не представляю зависнуть в воздухе на этом всем.
Ну, много людей, соответственно, были в метро, но из метро, ну, благо есть как бы можно нормально выйти по тоннелю, все там людей, конечно же, вывели спокойненько, но я думаю, испугались они знатно, то есть когда останавливается просто метро, все гаснет. Я не знаю, гаснет ли там весь свет или вот этот экстренный свет он остается, или он включается, ну, через секунду после отключения электричества, я не знаю. И узнать не хочу, если честно. Вчера мы находили более 30 тысяч шагов. И сегодня, наверное, просто будем отдыхать. В общем, конечно, история просто была на миллион. И самое интересное, что мы до конца, вот каждый час шел без электричества и связи. Мы не понимали, как может быть такое, что в целом городе, мы еще не знали тогда, что это вообще по всей стране, даже нескольких стран, как может быть такое, что отключается электричество и нет никаких резервных станций. Благо у магазинов основной провизии были свои генераторы, можно было прийти, купить еду и даже оплатить картой. Да, в этот момент тоже мы поняли, что важно иметь все-таки наличку, ну, я не знаю, на черный день, вот на такой реально черный день, блэкаут, потому что у нас была наличка всего 20 евро, и мы просто ходили весь день и, ну, экономили эти деньги как могли. Когда настолько надолго тебя лишают чего-то, ты понимаешь, насколько это было ценно в твоей жизни, насколько это было необходимо в твоей жизни, насколько твоя жизнь завязана на этом. Не представляю жизни уже без связи, без электричества. И самое интересное, что испанцы вообще отнеслись к этому максимально на пофиге, я не знаю. Им было так просто пофиг, вот серьезно. Они толком не паниковали, да, некоторые люди ходили там в магазин, закупились водой, там, туалетной бумагой, но это не было такое, что они там покупали прям целые, я не знаю, вагоны этого всего, так каждый просто по коробочке там взял всего. И все просто развлекались, все просто ценили этот день, все собирались, все общались, и было очень странно видеть людей, которые находятся на улице без телефона, которые сидят на скамейках без телефона. Вот я сейчас, ну, в парке стою, вот там сидят девочки, вот тут вот, две девочки сидят, и они сидят в телефоне. Вчера вот поистине был такой день, когда можно было видеть, как люди объединяются, общаются в реальной жизни, все вместе тусят, знакомятся. И, наверное, из этого мы тоже вынесли урок, что нужно учиться у них многому, тому, как относиться к вещам вообще, что не нужно паниковать зря, если ты ничего не знаешь, что просто будь спокоен, просто жди, пока придут новости, и просто вот не паникуй. Ну, на этом у меня все. Надеюсь, больше такого не повторится, не хочу испытывать это снова. Вот такой вот был вчера день. Жалко, что я не снимала, конечно, с самого начала дня, потому что мы реально гуляли весь день, но снимать, наверное, толпы людей тоже не хотелось. Не всегда прикольно снимать людей. Короче, все, ладно, давайте, пока.